go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим крайне редкие, но очень интересные динамические наушники от компании iBasso и стоимостью $80. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображена Waifu, а также указано название модели этих наушников, а именно Klee. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников и имеется график частотной характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с литиево-магниевой диафрагмой, но чувствительность составляет 112 дБ, и они получили сопротивление 22 Ом. И на раскачку эти наушники очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как обычный штекер на 3,5 мм джек, так и балансный штекер на 4,4 мм джек. Фирменный чехол для хранения наушников. 3 набора силиконовых амбушюр, сертификат качества и инструкция по использованию наушников. Эти наушники очень небольшие, выполнены полностью из металла с надписью Klee на фейсплейтах, а здесь располагается уже стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется первое небольшое отверстие для компенсации, а на внутренней части уже располагается второе перфорированное отверстие, а звуковод у них, к моему удивлению, нетипично длинный и имеет диаметр 6 мм, а также получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и, конечно, был защищен металлической сеточкой. Ну а поскольку эти наушники очень небольшие и обладают длинным звуководом, то сидят они в ушах прям отлично. Есть как и надежная посадка в ушах, так и хорошая звукоизоляция. Да и модульный кабель идет сразу хорошего качества. И можно прослушивать эти наушники именно с ним без каких-либо проблем. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников iBasso GR Klee. Эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а область верхней середины здесь имеет усиление на уровне моего таргета. Да и высокие частоты тут в плане своей продолжительности очень даже хороши и лишь плавно затухают после 15 кГц, что является очень даже хорошим результатом как для динамических наушников. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках iBasso Klee — это про чувство ритма, текстурность и точность, а не про какой-то там безумный басхедный напор и демонстрацию запредельной мощности. И как только включаешь музыку, сразу понимаешь, что бас здесь не пытается быть самым главным героем, но он всегда ощущается и всегда ведет композицию вперед. Он подвижный, живой, динамичный и с правильным чувством пропорций. Нету какого-то мощного давления и нету ощущения какой-то излишней навязчивости. И такие низкие частоты не перекрывают остальное звучание, а как бы гармонично вплетаются в общую картину, добавляя плотности и объема там, где это реально нужно. И каждый удар барабана в этих наушниках подается резко и точно. Слышна атака мгновенная, сфокусированная и с ясным ударом, который затем уже заметно мягко затухает, звуча как бы естественно, словно в живом исполнении. И такой бас не превращается в гул и не размазывается даже на сложных ритмических партиях, а напротив он держит темп и ритм, демонстрируя прям безупречный контроль. То есть каждая нота тут на своем месте, все под контролем, и это ощущается с самых первых секунд прослушивания этих наушников. Но самое все же приятное — это текстурность. Бас здесь не размытый, не пустой по восприятию, а именно рельефный и прозрачный. И при игре бас-гитары буквально чувствуешь каждое движение струны и ощущаешь характерную вибрацию, а удар кика в электронике уже достаточно глубокий и упругий, но при этом отчетливо отделенный как бы от остальных инструментов. И именно такая прозрачность баса позволяет вам взять и буквально разглядеть композицию в деталях, словно он берет и подсвечивает весь вот этот нижний слой музыки, не закрывая собой все остальное. И в итоге это пример максимально грамотного подхода к басу, динамичного, быстрого и с отличным контролем и текстурой. Да, конечно, это не про басхедное буйство, но и
его точно достаточно, чтобы почувствовать глубину и погружение. И такой характер подойдет тем, кто ценит баланс и прозрачность, но при этом хочет, чтобы низкие частоты всегда оставались живыми и эмоциональными. Ну а средние частоты вайбаса Кли — это уже про насыщенность, живость и присутствие музыки буквально перед глазами. И ты сразу чувствуешь, что звук здесь не сухой, не отстраненный, а напротив, он энергичный, драйвовый и с солидным фундаментом, будто музыка льется прямо перед тобой и сразу захватывает все твое внимание. И каждый инструмент в этом диапазоне слышен отчетливо и индивидуально. Гитара обладает плотным таким телом и контролем, а вокал дышит и передает вам всю энергетику исполнителя с ощущением, что певец стоит сейчас прямо перед тобой. А переходы между фразами уже очень быстрые и естественные, то есть мягкая вокальная партия буквально мгновенно сменяется резким рифом гитары, и при этом ничего не размыто и не теряется где-то там на фоне. То есть музыка словно всегда остается вот в таком прям движении и всегда на пике энергии, и вовлекает с первых секунд, и вот именно как по мне этим и выделяются эти наушники на фоне других, поскольку по восприятию средние частоты вайбаса Кли не кажутся какими-то тонкими, плоскими, сухими, излишне аналогово сглаженными или вообще скучными, а напротив, они имеют достаточный вес и объем, и энергию, и драйв, и благодаря этому инструменты в этих наушниках ощущаются уже более осязаемыми, с текстурой и вот этой характерной плотностью, которая делает картину уже более полной, и при этом для каждого элемента всегда остается свое место и пространство для дыхания. И это тот редкий случай, когда звук одновременно и насыщенный, и воздушный, и слушать ну просто очень приятно. Но я также пришел к выводу, что самая главная их особенность — это эмоциональное погружение. Средние частоты здесь не мониторно такие техничные, а как бы наполненные чувством и живостью. Атмосфера при прослушивании ребята буквально захватывает, вокал притягивает, а гитары возбуждают. Но духовые и струнные звучат настолько живо, что хочется полностью раствориться в музыке, и каждая композиция словно оживает, и кажется, что ты не просто слушаешь ее со стороны, а сам находишься сейчас внутри нее, среди вот этого разнообразия звуков. И в итоге средние частоты вайбаса Кли — это сильная, энергичная и живая сторона их звучания. Они драйвовые, плотные, насыщенные и при этом быстрые, сфокусированные. Здесь нету никакой капли сухости, ни холодности, и именно такие средние частоты увлекают и создают вот эту атмосферу, делая прослушивание максимально эмоциональным и живым. Но высокие частоты в наушниках вайбаса Кли — это уже про естественность, прозрачность и легкость без лишней яркости и резкости. И здесь сразу замечаешь, что звук здесь зрелый, правильный и без утомляющей сибилянтности и чрезмерного какого-то блеска. Но важно отметить, что тут нету также какой-то темноты. Это такое очень комфортное и своего рода сбалансированное звучание, которое не утомляет ваш слух, но при этом позволяет вам полностью погрузиться в музыку и услышать все нюансы. И такие высокие частоты не пытаются как бы нарочно блистать ради какого-то там вау-эффекта, а работают именно на целостность и естественность звучания, что здесь, как по мне, особенно важно. И благодаря этому микродетали в этих наушниках слышны отчетливо, будь то это какой-то легкий там шорох тарелок на фоне, еле уловимая резонансная вибрация струны или дыхание исполнителя. И все это передается очень естественно, словно ты присутствуешь сейчас на концерте, а не просто слушаешь там какую-то студийную запись. То есть детали точно есть, и их достаточно, чтобы рассмотреть музыку до мелочей, но при этом они не становятся как бы излишне навязчивыми или холодными, как уже у более ярких моделей. То есть музыка здесь дышит, каждый звук имеет свое пространство, легкость, воздух, и эти высокие частоты прям очень явно открывают звуковую сцену, добавляют прозрачности и глубины, не перегружая общий микс, и они словно дают композиции вот эту свежесть, оставляя ощущение чистоты, открытости и объема. И при этом воздух здесь именно натуральный, без какого-то там искусственного украшательства или слащавого блеска. И в итоге высокие частоты вайбаса Кли комфортные, натуральные и детализированные. Они умеренные, прозрачные, воздушные, но полностью лишены какой-либо синтетики или резкости. Это очень такой зрелый, естественный верх, который делает музыку многослойной, живой, эмоциональной, но при этом никогда вас не утомляет. Ну а звуковая сцена в наушниках вайбаса Кли — это уже про комфорт, естественность и чувство присутствия, а не про какие-то там сверхгигантские масштабы и разлетающийся во все стороны звук. И здесь сразу ощущаешь, что ты находишься не в огромном концертном зале, где музыка как бы растекается по всему пространству, а сидишь
лишь в небольшой и хорошо организованной комнате, где каждый инструмент слышен отчетливо и находится почти в своей естественной позиции, а ширина сцены при этом очень умеренная, нету какого-то чрезмерного растяжения, но и не ощущается какой-либо кучности или зажатости. Все как бы аккуратно распределено и с верным чувством пропорций, да и к тому же глубина тоже приятно удивляет. Все планы различимые, инструменты не сливаются в какую-то одну линию, а выстраиваются уже слоями и с ощущением трехмерности. И важно, что каждый элемент сцены имеет свое место. Нету ощущения какого-то нагромождения или хаоса. Вокал остается четко в центре, а инструменты уже аккуратно распределены по сторонам. И между ними всегда остается пространство. Причем даже на очень богатых аранжировках можно очень легко буквально схватить отдельные партии и следить за ними. И в итоге звуковая сцена Вайбаса Кли — это про комфортное, умеренное пространство с отличным разделением инструментов и хорошей глубиной. Она, конечно, не поражает вас каким-то безумным масштабом, но зато завораживает естественностью и удобством прослушивания. Ну а вывод у меня получился таков. Вайбаса Кли, на мой вкус, это отличные динамические наушники, которые не пытаются поражать вас какими-то крайностями, а предлагают зрелый, гармоничный и живой звук с отличным балансом между басом, средними и высокими, и с комфортной и естественной звуковой сценой. И с ними музыка звучит прям эмоционально, детализированно и увлекательно. И каждый жанр раскрывается полностью и без компромиссов между точностью и эмоциональностью. Я думаю, это буквально идеальные наушники для тех, кто ценит целостность, комфорт и настоящее музыкальное удовольствие. Поэтому от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.